Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Сентябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца. 3 главных события. Давайте узнаем. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Что же нам подскажут карты? Будем, конечно, реалистами. Для тех, кто интересуется больше, я приглашаю на свой сайт, и я оставлю ссылки в описании под видео. Сентябрь – своеобразное преддверие тех перемен, которые вы будете продолжать с заходом на 2025 год. Поэтому для кого интересно, переходите, смотрите. У меня разные серии видео, и статьи тоже разные, где я описываю, как эти транзиты влияют на ваш знак зодиака. Мы же рассмотрим с позиции позитивной психологии карты и зададим наши вопросы традиционные, чтобы больше определить, какова энергетика сентября. Хотя планетарно, теоретически, по звездам больше должно быть уже определенности для вас в сентябре. И если сложилась некоторая многозадачность или какой-то хаос жизненный в августе, здесь постепенно будет все становиться на места, приходить в какую-то норму. Вы как раз и будете делать выбор и организовывать. Но это теоретически. Давайте не всегда, кстати, планетарные гороскопы совпадают с прогнозами Таро. Поэтому первая карта. Что придет? Вторая карта, а что уйдет? Имеется в виду, конечно, что-то или кто-то может и уйти, вы от чего-то можете отказаться, но это как своего рода итог. Может быть, есть какое-то дело, которым вы занимались, и вы как раз доведете это до ума, до точки, до логического какого-то завершения. Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться, что не упустить, и чего опасаться. И из колоды 78 дверей, где принципиальное значение имеют двери, открытые, не закрыты. Вот какие двери будут для вас, открыты, закрыты, или какие ключи нам придется подбирать, как 3 главных события или 3 сферы жизни. Достанем 3 карты. Первое событие, второе и третье. Что же придет? Туз жезлов. Это решимость. Это, кстати, возможности. В первую очередь какая-то возможность. И до карт я сказала, правда, будет больше определенности. Где-то карта подтверждает то, что вы хотели осуществить. Может быть, теперь вы переложите на какие-то более конкретные рельсы. Вы будете точно знать, в каком направлении двигаться. Потому что именно в этой колоде карт и идут наши действия. У кого-то это может означать как продвижение вашего творчества или осуществление какого-то вашего личного дела, или когда по работе вы тоже в плане построения карьеры, или когда вы решили осуществить что-либо через оформление документов. Все же жезлы, дела, работа, бизнес больше и деньги. И поэтому на повестке месяца дела, работа, бизнес, учеба, у кого-то документы и решение денежных вопросов. И как раз больше возможностей вот по этим направлениям. Сентябрь для вас более деловой месяц. Что же уйдет? Солнце – прекрасная карта. Но солнце, понятно, не уйдет, но действительно что-то вы сумеете завершить. Может быть, и есть какой-то момент, это карта энтузиазма, когда вы будете более продуманы. Ведь солнце – это еще и символ нашего эго. Мы хотим сделать что-то по-своему. А здесь, может быть, придется некоторую рокировку вам проводить, или вам что-то согласовывать, менять, может быть, и по срокам, или принимать какой-то компромисс, или Соломоново решение, мои дорогие тельцы. Да, есть и радость, есть и то, что вас вдохновляет, наполняет, открывает новые перспективы, это точно. Но есть и тот факт, что вам придется корректировать свои планы. Это на самом деле так. Видимо, не все так вот ровно гладко. Карта императора выпадает, что будет продолжаться. Какие-то отношения будут продолжаться.
Может быть, с человеком, вот как император, достаточно властным, сложным. У кого-то это может касаться работы или получения новой должности, именно если вы прикладываете усилия и для вас это актуально. Вы можете получить достаточно, ну, такие уверенно надежные позиции в плане собственного продвижения. Но для кого-то это будет говорить еще карта о том, что вы можете оказаться среди людей, которые, ну вот, некоторым образом рангом выше вас. Может быть, вы меняете свое окружение, кстати. Вы можете отправиться согласовывать, опять же, документы, мы об этом говорили, по разным инстанциям. И карта императора – это карта власти, силы закона где-то. И карта нам говорит, что будет продолжаться. Мы уважаем закон. И поэтому, правда, с учетом, вот я сказала, вам придется что-то корректировать. Может быть, законы, какие-то правила регулировки. Или как по периодам что-то, да, по датам вы тоже можете корректировать. Но не должно быть какого-то противостояния. Здесь, если мы говорим, существует регламент или существует какая-то система, мы против этой системы не идем. Здесь мы скорее организуем свою жизнь как-то по-новому, и у кого-то из вас это будет сопряжено с оформлением документов или посещением каких-то высоких чиновников, представителей власти, опять же, или какой-то структуры для того, чтобы вы могли осуществить то, что вы, вот как намерение ваше, и при этом быть готовым к какому-то компромиссу, мои дорогие тельцы. Для вас это важно. Может быть, и будут встречаться люди, которые вам, ну, где-то не очень приятны. Император, его не назовешь душевным человеком. Все же карта больше говорит о некоторой жесткости. И карта Солнца у вас именно что уйдет. Тут действительно мы хотим одного, а есть какой-то порядок или регламент. И нам нужно как-то вписаться вот в эти условия, которые диктует жизнь. Или найти компромисс вот с таким несговорчивым императором. Может быть и так. Чем не соблазняться? Вроде бы прекрасная карта Паж кубков. Кстати, мелкая достаточно карта. Это говорит нам о доброте, о чувствительности, об интуиции. И вот эти все приятные такие чувства, им как будто бы сейчас не время, мои дорогие. Поэтому где-то, может быть, не впасть в какие-то эмоции, хотя больше эмоций приятные. Я бы сказала, если чем не соблазняться. Не соблазняться, настроение будет хорошее, нам говорят об этом. Но не соблазняться тем, когда мы принять можем какой-то малозначительный факт за что-то крупное. Или когда нас могут накрыть приятные эмоции, мы можем расслабиться. Думать, что какой-то вопрос решится сам. Нет, у вас серьезные 3 карты выпали вверху, когда держать руку на пульсе, постоянно контролировать что-то вам придется. И словно, может быть, даже для кого-то из вас между молотом и наковальней. Вот я не побоюсь эту фразу сказать. Вы не будете все время чем-то довольны, мои дорогие тельцы. Но все же карта Император и карта Солнца вашего эго. Есть какая-то, ну, как, знаете, несогласованность. И вам ее еще предстоит согласовать, организовать и вписаться, опять же, в какой-то, может быть, узкий фарватер. И поэтому тут не время расслабляться. Вы не можете как ослабить контроль, с одной стороны, потому что должны поддерживать, как, знаете, некоторую взаимосвязь, может быть, с конкретным человеком или за контроль за вашими делами, которые у вас стоят на повестке месяца. И здесь не облагодушествование, а по сути дела это карта, когда мы вот расслабились и просто где-то живем или плывем по течению, так вот этим не соблазняться. На что соглашаться? Тоже Паш, но совершенно других энергий. Это карта искренности, это карта правды, это когда ничего, кроме правды. Когда мы какой-то делаем очень правильный выбор и постоянно анализируем ситуацию. По сути, я уже все это сказала. Более холодная энергия. Видимо, совершенно необходимо, чтобы согласовать где-то наше Солнце и какую-то структуру, порядок, закон. Или наши какие-то намерения и цели, и какую-то объективную реальность. Вот это придется делать. И поэтому возможность есть. И не одна, возможности будут. Но балансирование
где-то основанное на правде, мои дорогие, или на знании закона. Поэтому все то, что как раз согласуется с законом, порядком, для вас со знаком плюс. Все то, что может рационально служить вашему прогрессу, тоже для вас позитивно и правильно. Но если что-то на словах, или то, что, ну, как к делу не приложишь, то вам туда не нужно. Вот как будто об этом нам говорят карты. Чего опасаться? Серьезные карты, опять же, вам выпадают. Вверху император, внизу карта мага. Да, это карта возможностей, причем новых возможностей, когда вы можете сделать что-то, ну, несколько в ином ключе, чего от вас не ожидают. Это карта самодостаточности, безусловно, и самоуверенности, когда вы, как и очень рациональный, не эмоциональный, и используете любую возможность, лишь бы осуществить какое-то свое намерение. Даже пусть эта возможность идет не в том ключе, как вы бы этого хотели, а как диктует время, обстановка, события, люди, маг. Он как раз, пусть будет 1000 неопределенностей, но если он поставил перед собой цель, он любыми путями ее достигнет. И с одной стороны, это ваша сильная будет тоже позиция, но балансировать придется. Маг, он договаривается, это все-таки больше манипуляции. Вы можете столкнуться с чьими-то манипуляциями, и значит, для вас свою жизнь организовать по-новому, это тоже где-то не будет просто, но это для вас будет как новая возможность. Но не расслабишься, опять же, и вам контролировать, как, знаете, с одной стороны, где-то будет, конечно, подсказывать ваша интуиция, в правильном ли направлении я иду. С другой стороны, рациональное отношение, что нам как бы по закону, как на что, чтобы закон защищал. Ну и третье, наверное, когда внешние какие-то обстоятельства вы учитываете с теми намерениями и целями, которые вы поставили. То есть, чтобы была какая-то возможность, как ее и не упустить, так и себе не навредить. Тут от начала до конца какой-то очень правильный баланс. Мои дорогие тельцы, я должна сказать, ну где-то будьте очень сосредоточены в течение сентября месяца. Давайте посмотрим, что же за 3 главных события. И 5 мечей в этой колоде карт, очень такая красноречивая карта, когда мы чего-то ждем. И женщина, которая пришла когда-то к этой двери, она думала, дверь вот-вот откроется, а дверь так и не открылась. Но она сидит и ждет за это время, и дверь плющом заросла, и женщина успела состариться. Есть какой-то проект, когда нет смысла ждать. Есть что-то... Либо вам нужно действительно, кстати, аркан солнца. Есть какой-то проект, сколько ни жди, это не состоится. Будьте рациональны. То, что может быть по закону, вот у вас какая-то есть конкретная возможность в сентябре, и вы ее должны использовать. А вы, может быть, думали, что это дело как-то вы оформите, организуете по-другому. А вам придется в каком-то совершенно ином узком фарватере идти. И прекратить какое-то ожидание бессмысленное. Вот так. Или где-то карта может говорить, опять же, не расслабляйся вот в этих эмоциях, да, не ожидай, как, ну, что какой-то вопрос решится сам. Это как дверь, которая никогда не откроется. Давайте мы немножко поясним, чем дело кончится. Вот интересно. 7 жезлов нам показан человек, если мы про двери, он закрывает камнем. И, кстати, непонятно, не то закрывает, не то открывает. Грот, вход в грот. Поэтому будьте сосредоточены, мои дорогие тельцы, сами на себе. От каких-то, может быть, событий, людей вам придется словно закрываться, отказываться, себя сохранять. Или буквально свое жилище. А где-то наоборот, становиться более открытым. Может быть, для решения некоторых вопросов, провести баланс, чтобы какая-то восстановилась справедливость, правда, точность, чтобы больше было организации в вашей жизни. Но по 7 жезлов есть еще такой момент, хотя в этой карте это не прописано, соревнования. Поэтому все же вы можете столкнуться с людьми, когда вас несколько могут пытаться запутать.
Или вы столкнетесь с людьми, которые сами не определились, или сами постоянно с чем-то сомневаются. Вы можете тоже где-то сомневаться, чем дело кончится. От вас потребуют, видимо, сентябрь в некоторых вопросах выдержки, хладнокровия. И, может быть, и буквально физических сил, потому что вот этот грот, да, открывать и закрывать. Тут действительно нужно и душевными силами обладать, чтобы марку держать, не пойти в разнос. Так и буквально какое-то напряжение все же оно может быть. Но нам не говорят, чем дело кончится. Давайте спросим, чем сердце успокоится. Видимо, от вашего решения будет зависеть. Правда, вы что-то решите, мои дорогие. Вы какое-то Соломоново решение примете. Карта силы. Но это карта мага. Это вот такие энергии незаметные. И, может быть, когда мы никому ничего не афишируем, когда мы совершаем те действия, которые от нас никто не ждет. И если мы говорим про двери, открытые или закрытые, нам показано, да, дверь закрыта. Но, опять же, лимниската над дверью, маг. Какие-то возможности будут, но такие, знаете, хитрые возможности. Или те возможности, когда, ну, какая-то великая дипломатия, без нее не обойдешься. Вы должны быть очень проницательны и непроницаемы. Иначе вы можете себе навредить, правда? А здесь, наоборот, именно дверь откроется тогда, когда благодаря вот этим добрым энергиям будет получено согласование вот с этим львом. Мы об этом уже несколько раз за наш расклад сказали. Дверь автоматически откроется именно магу, волшебнику. Может быть, посредством некоторых манипуляций. Поэтому не совсем, может быть, в обычных энергиях или не совсем прямая дорога в сентябре вам предстоит, мои дорогие тельцы, но возможность решить какой-то вопрос благодаря дипломатии и договоренностям у вас определенно будет. Вы останетесь довольны. Но по этой карте, чем сердце успокоится, я не могу сказать, что успокоится. Придется держать руку на пульсе. Что-то будет продолжаться. Да, у вас будет сильная позиция, но вот этим дипломатом вам придется быть еще долгий период времени. Второе событие. Король мечей. И где-то пересекаются так энергетики карт с императором. Это когда холодных решений, взвешенности, рационализма, логики. У кого-то могут быть вопросы, связанные с здоровьем, правда. Когда мы должны о себе знать что-то наверняка, пройти обследование или что-то беспокоит, обратиться к врачу. По этой карте проходит также согласование посредством, может быть, высоких инстанций. И когда мы прибегаем консультации юристов, адвокатов, что-то мы должны сделать, оформить документы. Или для кого-то это может быть по вашему дому, как какой-то ремонт, вы приглашаете специалиста, который тоже знает, как это делать. Люди, работающие с металлом буквально, или люди в форме проходят по этой карте. Поэтому нет здесь эмоций в этой карте, а вот именно какой-то рационализм, логика, согласование. И где-то паж, вот этот мечей или паж воздуха нам об этом уже сказал. Самое главное, вот по пажу кубков, как нам показан человек, который с этой рогатиной, которую, ну так теоретически можно назвать лозой, ищет воду, но в наше время 1000 способов найти воду более надежной, все организовать и обустроить. Поэтому не занимайтесь какими-то проектами, которые вас могут увести в никуда. Вы потеряете время. Нам уже об этом тоже сказали. Быть более взвешенным, быть более продуманным и при этом транслировать только дипломатию. Вами могут пытаться манипулировать тельцы. А нужно сделать так, чтобы где-то вы видели эту манипуляцию и вписали какую-то свою игру. Может быть, в игру чужую. Итак, я не могу этого исключить. Правда, чужая какая-то может быть игра, а должна быть ваша. По какому-то вашему порядку. Итак, чем дело кончится? Может быть, это конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Есть какие-то контакты, взаимосвязи, ну или опять же чиновники. Чем дело кончится, вам нужно, по сути дела, по-другому увидеть проблему. И если мы говорим открытые двери или закрытые, показана девушка, которая
смотрит на эту маленькую дверь и думает, как же мне туда попасть. Мы с вами, глядя на карту, понимаем, ни девушка не уменьшится, ни дверь не вырастет. А если поставить вопрос как-то по-другому, мне нужно попасть именно за этот забор, тогда сразу мы отчетливо видим, что нужно делать. Перемахнуть. Какой-то квантовый скачок у вас будет возможность совершить. Удивить, может быть, самого себя, может быть, и близких или окружающих, решить какой-то вопрос совершенно нестандартно. И тогда дело кончится. Правда. Но для вас это в последующем, мы ведь не знаем, что нас ожидает за этим забором. Это потребует от вас новой организации. Поэтому не совсем закончится. Хотя четверка пентаклей, в других колодах карта жадины, поэтому, ну, так косвенно ты должен себя сохранить. Чем сердце успокоится? Колесо фортуны пока не успокоится. Второй старший аркан. Именно если мы про сердце и про то, что оно успокоится. Аркан сила, впереди аркан мага. Колесо фортуны. Будь готов к неожиданностям, говорят. И это карта перемен. И это те перемены по старшим арканам, которые как события извне добавляются. И мы тут заранее не можем что-то просчитать. Нам придется учитывать как новые какие-то условия жизни или какое-то правило новое, какой-то новый порядок. И в связи с этим действительно что-то организовывать. И колесо фортуны, да, фортуна, но вроде бы как везет. Но это везение, оно такое очень зыбкое, я бы сказала, зыбко непонятное. А больше вы должны переложить на какую-то реальность и просчитать свои шаги более чем рационально. Или, мои дорогие тельцы, точно знать, как в отношении вас работает, к примеру, закон, получить какую-то консультацию. То есть перемахнуть этот забор вы сможете. Но что за этим забором будет стоять? Это совершенно новый порядок жизни. И быть готовым к неожиданностям, которые ждут вас впереди, это определенно стоит. Да, тут какое-то дело у вас с продолжением и до конца года, и с переходом на 2025. И третье, вот наблюдай, Паш Мечей нам снова говорят, наблюдение само по себе, рационализм, логика, что говорят люди. Дверь как будто открывается, да, кто-то нам ее открывает, выходит человек, но мы как будто можем быть, как и в позиции, с одной стороны, вот этого человека, который выходит, но он тогда не видит, что за ним наблюдают, за вами могут наблюдать, так и мы сами можем наблюдать. Вот держите это какое-то среднее арифметическое по пажу мечей и все то, что я говорила по этой карте. Ну, анализировать ситуацию вам придется. Это не есть само по себе как главное событие. Это главное направление в течение всего сентября. Я бы сказала так. Давайте узнаем. И тогда, чем дело кончится. Королева кубков, вы знаете, может закончиться какое-то ожидание. Или закончится какая-то буквально как прокрастинация, когда мы все не решались что-то начать. Или закончится тот вопрос, по которому было 1000 неопределенностей с учетом 7 жезлов, когда мы словно то открываем этот груд, то закрываем. Была какая-то ситуация двойственная. Для кого-то это может, конечно, означать, если мы поддадимся вот на эти эмоции, чему сейчас как будто не время, или чем не соблазняться, и будем ожидать чего-то, что какой-то вопрос решится сам, то мы останемся в позиции наблюдателя, и ничего не решится. Мы будем видеть какой-то образ, и ничего более. Упустим время. Поэтому свою игру в чужую игру. Мои дорогие тельцы, я вижу, что для вас писать просто необходимо. Чем же сердце успокоится? Это интересный период сентября для вас. Позже я опубликую гороскоп на сентябрь, именно на сентябрь. Карта Луна – это не карта, когда мы можем расслабиться, но найти место нашего пристанища, найти место нашего пребывания, надежного пребывания, где мы можем чувствовать себя в безопасности. Вот меня люди смотрят из разных стран, обратите внимание.
чем сердце успокоится, ожидание какое-то еще продолжится. Что-то вы будете доорганизовывать. Действительно, как и до конца года, так и с переходом на 2025. У нас девушка беременная прогуливается по берегу. Мои дорогие девочки, у кого-то, может быть, я жду ребенка. И тогда в связи с этим вы будете организовывать свою жизнь по-другому. Для всех же, и для как мужчин, и женщин, и девушек, эта карта нам говорит, есть какие-то образы, но нет конкретики. Карта говорит, что нам нужно по этой карте двери попасть как раз за эту дверь. И дверь такая с виду вроде бы и неплохая, но почему-то под наклоном. И это прообраз Пизанской башни, которая падает уже столетия, но, как известно, стоит надежно. То есть нам показано за этой дверью именно башня как место укрытия, и мы должны туда обязательно попасть. Но если мы о ключах, хамелеон, и вам для того, чтобы эта дверь открылась, мало того, что вот тут лев, и держать баланс, договариваться, как с собственным эго или собственными эмоциями, как и с людьми, быть дипломатом, так и договариваться с хамелеонами придется, правда? Все то, что я говорила, эта карта словно завершает, по сути дела, маг, сила и карта Луна, говорит о каких-то принятии важных решений. Да, ничего не закончится в сентябре. Какой-то вопрос – это как возможность. Что-то вы можете обустроить, но потом вы не можете даже после сентября, по крайней мере, именно в продолжение мы смотрим. Нам карты продолжают именно какую-то историю, и вам придется себя организовывать совершенно по-другому. Перекладывайте каждый, мои дорогие тельцы, на ту ситуацию, которая сейчас у вас наиболее активно проигрывается. Или то, что вы хотите совершить. Обратите внимание, все-таки 3 старших аркана у вас выпали именно на 3 главные события. Положу так, чтобы вы могли оценить, кому важно, поставьте на паузу. Карта силы, колесо фортуны и карта Луна. Да, возможности есть, но еще, как и тысячи неопределенностей, так и фортуна вроде играет на руку или создает какие-то возможности, но действовать приходится совершенно не так, как для вас привычно. Вам необходимо именно, может быть, для того, чтобы попасть вот в эту цитадель, перемахнуть какой-то забор, сделать что-то, чего вы сами от себя не ожидаете, потому что вы можете остаться как бы или наблюдателем, или даже если вы уже как будто в позиции вот этого человека, который сам открывает уже двери, но он тоже не может расслабиться, потому что принять во внимание, что кто-то может вести игру свою или конкретно за вами наблюдать. Вот такой период сентября для вас, мои дорогие тельцы, видят карты. Перекладывайте на себя, я вас люблю, и вы будете счастливы и любимы всегда.